Ну хорошо, вот мы получили вот такую картинку, но она статичная. Что нам нужно делать дальше? Мы должны вставить туда программируемые эффекты и переходы. Ну, с бытовой точки зрения, как бы эффект — это что-то, что из статичного делает динамичное. Была какая-то картинка, а получился Ken Burns. Со стороны, как мы пишем, абстракции, можно сказать, что переход, давайте начнем с эффекта, что эффект — это такая функция, которая берет медиа, берет спрайт и берет какую-то временную отметку. И эта функция там что-то вычисляет и возвращает нам новый спрайт, немножко увеличенный. Ну и в зависимости от времени она возвращает спрайт по-разному. Например, если у нас Ken Burns начался на первой секунде, то картиночка немножко успела увеличиться. Если на последней, то это значит, что она увеличится сильнее. И вначале я с помощью этой абстракции написал 4 таких, тестовых эффекта. Слева наверху этот же Ken Burns, причем арт-директор попросил, и это немножко здесь видно, сделать, чтобы фон чуть сильнее Ken Burns'ился, чуть быстрее, чем картинка. И это создает такой немножко 3D-шный эффект параллакса. В правом верхнем углу blur и похожий по функции в левом нижнем углу fade. Я думал сделать эти штуки для того, чтобы в какой-то момент можно было заблюрить контент и, например, сверху наложить виджет. Но в итоговом варианте мы их не очень используем, потому что мы, скорее наоборот, виджеты подстраиваем таким образом, чтобы они были видны на любом, даже самом пестром фоне. Но эти эффекты, они до сих пор существуют, и их можно вставить. В правом нижнем углу это mirror, который я изначально знал, что мы не будем им пользоваться, но я просто хотел сделать побольше эффектов, потому что это очень весело. В 10 строк кода писать новую визуальную составляющую. Потом появились более продвинутые эффекты. В левом верхнем углу тоже Ken Burns, но, во-первых, он умеет работать в 2 стороны, туда и обратно, и она случайно выбирается. А во-вторых, в некоторых ситуациях мы решили начинать Ken Burns сразу из режима cover, то есть чтобы у нас никогда не было полей, потому что так оказалось красивее. Особенно, когда в реальной трансляции у нас справа есть комментарии, и иногда вот эта вертикальная ось комментариев, она интерферирует с увеличивающимся, меняющим ширину полями, и это просто не очень красиво. В правом верхнем углу эффект, который я назвал слайд, типа легкий слайд. И очень простой эффект, который сначала ставит контент в середину, а потом его чуть-чуть двигает вверх-вниз или влево-вправо и позволяет добиться с помощью этого очень простым способом динамичности. В левом нижнем углу эффект, который работает с изображениями, у которых нестандартное соотношение сторон. То есть, например, это может быть очень высокий скриншот. Или в данном случае, это вот такая колбаса с дизайном. И я придумал, что очень прикольно, ее можно вот так пролистывать. И направление тоже выбирается случайным, и при этом можно заметить, что она пролистывается нелинейно. Это значит, что то время, которое к нам приходит в transition, точнее в эффект, оно сначала должно пропуститься через какую-то временную функцию. В CSS мы можем просто написать там easing function, а когда мы работаем с координатами, нам нужно взять и самим пропустить фазу через какую-то, например, квадратичную функцию. Здесь, если я не ошибаюсь, мы возводим в 4-ю степень. И поэтому картинка сначала ускоряется, а потом под конец замедляется. В правом нижнем углу тоже на самом деле это видео настоящее, но оно тоже с помощью эффекта сразу растягивается в режим cover. Тоже для того, чтобы у него не было полей. Но другое дело, что когда мы растянули его в кавер, то нам больше особо ничего не нужно делать, потому что видео и так динамичное. Нам не нужно его оживлять.
Похожая история и с переходами. Только если эффект — это такая абстракция, которая берет один спрайт, время и что-то с ним делает, то transition — это такая же функция, только от двух спрайтов. Транзишены, они сами по себе появляются в те моменты, когда нам нужно воспроизвести два медиа одновременно. То есть одно уже закончилось, а следующее еще не началось. И, соответственно, мы должны уже как-то два медиа изменить таким образом, чтобы визуально у нас получился какой-то эффект. Ну, самый первый — это самый простой, который мы только придумали — альфа-транзишн. То есть просто в момент транзишена один спрайт уводится из единицы в ноль, который должен уйти, а тот, который должен появиться, тоже аккуратненько из нуля становится единицей. Потом он всем надоел, и пришлось написать еще один. Это slide over, когда мы берем и следующий вот так наслаиваем на предыдущий. И сначала мы сделали такой слайд, который не сверху налегает, а как бы как кубики, такой, один сдвигается вниз, другой появляется. Но это немножко выглядело как такие олдовые презентации в PowerPoint, где там эффекты кастомные, и мы могли бы пойти дальше и делать там вот эту мозаику или кубик, но пришлось остановиться и сделать вот такой красивый слайд. Потом мы эти эффекты немножко проапгрейдили. И вот этот эффект, который альфа, уже вот на этапе верстки анонса наш дизайнер, наш, даже можно сказать, режиссер, когда собирал шоу-рил, он сделал эффект немножко по-другому. Я сейчас покажу конечный результат. В момент, когда сменился спрайт, новый спрайт, он еще немножко уменьшился, так поджался. И я увидел это в шоу-риле, то есть в видео-анонсе, и такое, что мешает нам это сделать прямо сейчас? И просто запрограммировал, и это сильно как бы визуальную составляющую улучшило. Иногда эффекты и транзишены интересно комбинируются, потому что они ничего не знают друг о друге, они могут накладываться на один и тот же спрайт. И вот, например, сейчас будет такой эффект, когда следующий спрайт поднимется снизу вверх и при этом сам начнет прокручиваться. И это будет выглядеть вот так. И это немножко мне взрывает мозг, но вот такая появилась эмерджентность за счет того, что и транзишены, и эффекты применились одновременно. Как мы выбираем, какой выбирать, какой вставлять эффект? Ну, есть такая схемка, я ее на самом деле для себя только рисовал, но потом понял, что она достаточно прикольная. И сначала мы считаем соотношение сторон и картинки, и плеера, а потом, ну, вот это ratio во второй строке, ну, это есть та вертикальность. То есть это соотношение соотношений. И исходя из разницы в вертикальности, мы определяем, если картинка длинная или очень высокая, то значит слайд слева направо. Если она не очень сложно масштабная, но при этом можно ставить Ken Burns без как бы интерференции осей, то мы его вставляем. Иначе просто делаем слайд. Окей. После того, как мы загрузили все эффекты и все транзишены, и нужно сказать, что они вот прямо придумываются на ходу, вот эти все направления влево-вправо, они все вставляются на лету вот буквально, когда нужно проигрывать. Поэтому у каждого зрителя на самом деле каждый контент выглядит по-разному, потому что этому применился транзишн слева направо, а этому справа налево. Можно перезагружать страницу и получать новый по визуальной составляющей контент. Такой получается генеративный дизайн.